Живая шляпа. Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу, и вдруг как закричит: «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая». «Кто живая?» Шляпа. «Что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам». Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай, ой!» – закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «Я хожу», — говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?» «Ну, пойди посмотри». «Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну». «А стой, я тоже кочергу возьму». «Да у нас другой кочерги нет». «Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас я ее как тресну кочергой», – говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе, бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась!» — обрадовались ребята. «Боится лезть к нам!» «Сейчас я ее спугну!» — сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать: «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять!» — предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли. Наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» — закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» — обрадовались ребята. «Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала», — догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.